Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как пошпаклевать стену перед поклейкой виниловых обоев. Стены, которые мы штукатурили, уже подсохли, и можно приступить к их шпаклевке. Обои на стенах будут виниловые, толстые, поэтому одного слоя шпаклевки хватит вполне. Если же вы будете делать стену под покраску или под тонкие обои, необходимо 2 слоя финиша шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки на штукатурку необходимо устранить на ней мелкие недочеты. Я для этого буду использовать мелкую сетку размером 100 или можно использовать шкурку. Также можно обратиться к широким шпателям и убрать все неровности. Но шкуркой будет надежнее. Для шлифовальной сетки можно воспользоваться специальным крепежом или же брать обычную досточку и тереть ей. С помощью этой наждачной сетки я легкими движениями стираю все крупные недочеты, чтобы затем финишная шпаклевка за них не цеплялась и не было дополнительных полос и царапин. Шлифовать необходимо круговыми движениями, чтобы сглаживать все верхние и нижние неровности. А если сеточка забьется, легким постукиванием выбиваем с нее крупную фракцию и продолжаем шлифовать. Я штукатурил стены по металлическим маякам. Стены у меня из глины. Штукатурил с помощью штукатурки Ротбанд. Есть технология ее выравнивания с помощью обычной губки до зеркального блеска. Но я всегда шпаклюю стены после штукатурки, так получается более аккуратно и гладко. После грубой шлифовки штукатурки необходимо убрать мусор, который упал на пол, чтобы не было пыли, и хорошо все прогрунтовать. Я буду наносить грунтовку с помощью такой кисти. Можно, конечно, валиком или распылителем. Грунтуем сверху вниз. Вот прошло 8 часов и грунтовка на стене высохла. Можно приступить к финишной шпаклевке. Нам понадобится 2 шпателя. Один маленький шириной 10 см и второй большой. От 30 до 40 см, в зависимости от того, как удобно вам. Я буду использовать финишную шпаклевку фирмы Knauf, гипсовая универсальная. Понадобится небольшое чистое ведерко. Наливаем в нее немного воды из расчета 18 литров воды на 25 кг смеси. Количество шпаклевки должно быть немного ниже уровня воды. Из такого расчета, чтобы за полчаса мы ее выработали. И хорошо размешиваем шпаклевку венчиком. Шпаклевка должна иметь консистенцию густой сметаны. Для того, чтобы венчик не застыл, сразу же промываем его в чистой воде. Теперь накладываем узким шпателем на широкий эту смесь и начинаем шпаклевать. Нужно делать так, чтобы смесь не выпадала с нового ведра. На ней будут кусочки, которые остались на стене. И это будет усложнять шпаклевку. И наносим ее с угла крестообразными движениями. Вот такая получилась поверхность. Она, конечно, еще не очень идеальная. Но после шлифовки все эти бороздки и ребни сотрутся и будет все приемлемо для поклейки обоев. Для того, чтобы было лучше видно мелкие изъяны на стене, желательно ставить лампу где-нибудь сбоку, чтобы увидели все неровности, выемки и ямки.
первый слой шпаклевки нанесен. Обязательно инструменты нужно помыть, потому что они застынут и затем не будут полностью непригодны для работы. Сразу сделать идеально ровно у вас не получится, потому что это очень тонкий слой. Завтра, когда он высохнет, я его пошкурю хорошо. Выведем все до идеально ровной поверхности и будем клеить. Вы видите, что слой шпаклевки высыхает на штукатурке неравномерно, в зависимости от его толщины. А толщина разная, потому что стена не идеально ровная и сглаживаются все неровности. Вторая стена у меня еще даже блестит, мокрая. Розетки я отключал и вынимал для легкости шпаклевки. И левая сторона начала уже высыхать. Будьте осторожны, потому что розетки и выключатели очень опасны и может ударить током, если вы там будете работать и коснетесь их шпателем. Вот прошли сутки и шпаклевка на стене высохла. Теперь берем мелкую наждачку или сетку и начинаем ее шкурить круговыми движениями, убирая все гребни и ямки. Теперь поверхность стены стала идеально ровной, и можно приступить к ее грунтовке и оклейке обоями. Вот прошло 6 часов, и грунтовка на стенах высохла. Значит, можно клеить сюда обои. Обои мы будем клеить виниловые на хороший клей, поэтому я думаю, с этим не будет проблем. И хотя виниловые обои не пропускают ржавчину, я постраховался и в местах крепления маяков прокрасил все обычной алкидной краской из баллончика. Поэтому, если вам не хочется вырывать маяки, можете просто хорошо вытереть пыль и прокрасить эту полосу по сухому, а затем прогрунтовать грунтовкой. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как пошпаклевать стены финишной шпаклевкой перед покраской обоев. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!